Какой он настоящий мужчина, сильный, смелый, успешный, целеустремленный, готовый брать на себя ответственность. Мужчина, у которого его идея на первом месте, и он пойдет до конца, чтобы реализовать ее. Мужчина, для которого его бизнес – это в первую очередь создание ценного и уникального продукта. Герой нашей программы Алексей Мартыненко. Он первым начал делать моцареллу в России в промышленных масштабах. В 2003 году Алексей приобрел завод в городе Севск Брянской области и основал компанию «Умалат», которая сейчас является крупнейшим производителем свежих сыров в России. Я изначально любил итальянские сыры, любил именно свежие сыры, сулугуни, моцареллу. И я почему-то всегда знал, что я буду их производить. И у меня изначально была идея производить такой сыр, который и в России никто не может производить, и как лучшие стандарты в мире. Как-то я не знаю, 20-25 лет назад это зародилось. И к этой цели, так скажем, я и шел. Я не нашел сначала никакого технолога, мы просто купили завод, так скажем, в состоянии таком банкротном, и он производил брынзу. И мы начали с производства брынзы, в общем-то, это тоже, так скажем, продукт, который мне нравился. Дальше мы купили линию моцареллы, начали производить моцареллу, поняли, что мы не умеем ее производить, потому что это, на мой взгляд, это самый сложный сыр, который есть. Понятно, что, может, другие сыры я, когда бы дотронулся, тоже понял, что они сложные. Но моцарелла действительно сложная. Если честно, в течение 10 лет мы оттачивали технологию моцареллы именно в рассоле. И, может быть, только сейчас я стал несколько месяцев полностью доволен, потому что мы поставили новую линию, мы использовали все последние, которые есть технологии, мы сделали это стабильным качеством, нашли те закваски, которые нам необходимы. То есть это такой длинный процесс был. Если бы я, конечно, знал когда-то, что он будет такой длинный, например, 10 лет мы налаживали, я бы никогда не поверил, потому что кажется, купил молоко, пригласил технолога или купил оборудование, и моцарелла вкусная. Но оказалось все с точностью да наоборот. Компания «Умалат» более 15 лет производит сыры, которые по праву считаются одними из лучших, благодаря отменному вкусу и высокому качеству. Продукция компании «Умалат» представлена в федеральных продуктовых сетях, а также используется при приготовлении блюд в лучших кафе и ресторанах страны. Все это удалось добиться благодаря главному качеству руководителя – перфекционизму. Касательно сыра, точно нужно быть перфекционистом, и именно перфекционистом по вкусу, потому что какой-то момент, любой, который не нравится, он, для меня это, очень важно, да, смотря что ты хочешь достичь, но если ты хочешь сделать сыр действительно великолепного качества, такой impeccable по-английски, по-русски безупречный, да, то нужно, конечно, быть перфекционистом, потому что иначе ничего не получится. В течение 10 лет итальянские специалисты здесь жили, и мы, только с итальянскими специалистами это делали, потому что даже И в Италии это, не все знают точно, как производить моцареллу. Разрабатывали, действительно нам повезло, мы собрали, может быть, лучших итальянских специалистов, которые есть вообще. То есть один из них вообще запускал моцареллу в 1971 году в местечке Пьемонте, промышленным способом запускал. То есть, нам в этом смысле повезло. Сотрудники – главная гордость «Умалат». Благодаря талантливому коллективу единомышленников компании удалось стать крупнейшим производителем сыров в России. Одна из важных постоянных целей – продолжать укреплять команду, привлекать ярких, интересных людей, чтобы выстаивать в кризисы и активно расти в промежутках между ними.
В первую очередь это стратегия. Вот когда есть какая-то стратегия, люди сами под нее подбираются. Ну, такая стратегия, миссия, куда мы идем, какие-то ценности, да, то есть мы вместе обсуждаем ценности. И когда все понятно, что есть вот эти ценности, есть вот такая стратегия, команда, как скажем, люди, которые не разделяют эти ценности, они сами уходят. Я не очень большой специалист в выборе людей. То есть и мне вот все нравятся, я говорю, все, давай, иди работай. Но дальше, конечно, у меня есть требования, я уже на человека смотрю, там, подходит он, не подходит. Поэтому, как скажем, команда не так просто ее собрать. Но вот мне, в общем-то, я считаю, что сейчас очень хорошая команда. Я на сегодняшний день там, на 95 или 97% доволен командой. И я вижу, что люди работают. Самое главное, что вкладывают душу. Когда человек вкладывает душу, ему можно много что простить. За 29 лет работы компания «Умалат» пережила целый ряд кризисов. Каждый раз это новый этап в развитии компании. Благодаря гибкости, опыту и желанию бесконечно совершенствовать продукт и лидерским качествам руководителя, компания не только выстаивала в кризисы, но и росла в производительности. Выживает не самый сильный, а выживает самый приспосабливаемый. Поэтому должно и вести, и нужно действительно понимать, какие волны идут, и действительно постараться быть на гребне волны. Но мне близок, наверное, Джефф Безос сказал: занимайтесь тем, что вам нравится, и в какой-то момент волна вас выведет туда, где вам нужно быть. Да? Я, допустим, занялся сыром еще тогда, когда это было не модно им заниматься. Это еще было конец 90-х, начало 2000-х. Но в конце концов какие-то кризисы помогают мне постоянно. То есть 2014 год, когда эмбарго ввели на сыры, хотя я, может, это как бы не очень поддерживаю, но это действительно помогло. Сейчас корона-кризис помог тем, что люди перестали употреблять неупакованный сыр, в основном покупают упакованный, больше внимания уделяют здоровью, здоровому образу жизни, а наши как раз сыры, они без консервантов и без каких-либо добавок, и мы даже на упаковку вынесли состав, допустим, бренде Унагранда, можно прочитать состав на лицевой стороне крупными буквами, написано, что там есть, что там нет. И люди начинают это смотреть, читать и, в общем-то, становиться, так скажем, тоже адептами здорового питания и вкусных сыров. Все мы родом из детства. Это не только самый уютный уголок души, где живут светлые воспоминания, это еще и прочный фундамент, на котором строится вся дальнейшая жизнь и судьба человека. С высоты прожитых лет Алексею Мартыненко детские годы кажутся счастливым периодом. Родился в Сибири, в Кемеровской области, на юге Кемеровской области, скажем, предгорье Алтая. Детство помню как счастливое, любящий папа, мама, небольшой, так скажем, у нас поселок небольшой, там речка, поля, хорошая школа. Конечно, отличаюсь от своих родителей, прежде всего тем, что они мне это не закладывали, они меня пытались убедить в другом, а я всю жизнь делаю только то, что я хочу. И на самом деле они всегда мне говорили: такого никогда не будет, нужно работать, не лениться. А я в принципе, я и работаю, но если есть возможность условно полениться, я буду лениться, отдыхать и, то есть я хочу получать наслаждение от жизни, а не пахать с утра до вечера. Поэтому то, что мне закладывали, я, честно говоря, не использую. Может быть, то, что мне трудно оценить, то, что заложили, я думаю, это какую-то порядочность и исполнение обещаний. То есть если я что-то пообещал людям, я делаю, да, и стараюсь это делать порядочно. То есть не подводить людей, какая-то доброта. Наверное, это заложили, потому что так принято и так, в общем-то, я считаю, правильно. По мнению некоторых психологов, именно через детские мечты проглядывает наше предназначение. Они безграничны, пока их не успели заковать в цепи правил и условностей общества. Детские мечты стали основой будущего и для нашего героя. Я, в общем-то, всегда знал, кем я буду, но я примерно это
рассказывал так, до сих пор все вспоминают, это было еще советское время, там 80-е годы. Я говорил, я буду жить в Москве, я буду богатым. Вот. Но в советское время это было очень смешно слушать. Вот. И я говорю, вот я буду богатым, я буду вот заниматься тем, чем я хочу, и буду жить в Москве. И вот, в общем-то, так и произошло. То есть я примерно представлял, что будет. Вот. Ну, я действительно наслаждаюсь тем, что есть возможность мне путешествовать, жить так, как я хочу, заниматься любимым делом. И я думаю, что действительно вот то, что я в детстве запланировал, то и получается. Ну и слава богу, что так получается. Вот уже скоро мне 50 лет, вот примерно так все и складывается. Утрата смысла жизни – основная проблема современного общества. Все остальные из нее вытекают, утверждал выдающийся психолог Виктор Франкл. Эпоха бездумного потребления и безответственного капитализма завершается. Вопрос «зачем?» становится все острее. Я как-то связываю и вообще с предпринимательством, может быть, свою миссию. Ну, прежде всего, моя миссия показать, что предпринимательство – это действительно интересный путь, и многие могут и должны это выбирать. Ты действительно, когда занимаешься предпринимательством, ты делаешь очень много полезных вещей для людей, для общества, улучшаешь. У тебя много-много возможностей улучшить жизнь вокруг людей. И это действительно то, что доставляет кайф. Это может быть производство там вкусных сыров или там производство чего-то, что-либо, или даже процесс продажи. Это тоже ты улучшаешь жизнь людей. Поэтому вот моя миссия – это улучшать жизнь людей, делать ее более качественной, сделать так, чтобы люди жили такой, так скажем, премиальной жизнью, занимались тем, чем они, что им нравится, что они хотят. Находили работу, ту, которая им нравится, находили жизнь, ту, которая им нравится, находили вторую половину, ту, которая им нравится, с которой можно наслаждаться жизнью. В бизнесе меня движет несколько вещей. Это первое, то, что атмосфера в компании должна быть хорошая, то есть люди должны вокруг получать удовольствие от этого. Да, тяжелая, трудная работа, нервная иногда, сложная, но она в конце концов приносит удовольствие. Да. Ну и мне, конечно, вот очень сильно цепляет то, что мы делаем там самое лучшее, или мы первые в мире, или мы делаем что-то, что до этого никто не делал. Да. Меня движет там идея эффективности, потому что меня, допустим, очень сильно впечатлили идеи Генри Форда, когда он говорил об постоянных изменениях, постоянных эффективности, или тот же кайдзен. Меня действительно это очень сильно цепляет, и у меня действительно в голове создать самое эффективное предприятие, где люди будут получать удовольствие от работы, и наши потребители будут получать удовольствие от потребления наших продуктов. Дом, работа, хобби, друзья – все это далеко не полный список компонентов, из которых состоит наша жизнь. Научиться расставлять приоритеты – значит иметь больше времени каждый день, которое так ограничено. Больше всего времени я трачу, конечно, на свое дело, на работу. Вот. А так, ну, если я трачу время, там, допустим, там, быть там, отцом, тоже как бы я стараюсь быть отцом, хотя не всегда получается, там, или там, быть другом. Поэтому для меня все роли, в общем-то, важны. Вот. Ну, так получается, что больше всего, конечно, я трачу время на работу. Ну, и мне это доставляет удовольствие, это приносит какое-то удовлетворение в жизни. В среднем раз в неделю вообще отключаю телефон, беру вообще другой телефон, там, иду в лес, занимаюсь вот, ну, семьей, там, я не знаю, долго завтракаю. И вот раз в неделю я точно это делаю. И когда я уезжаю, допустим, отдыхать, я вообще на 2-3 недели полностью отключаю телефон. И, в общем-то, связи со мной нету, только если что-то там случается. Ну, как показывает практика, последние 5 лет особо ничего не случается, то есть люди сами принимают решения. Поэтому, ну вот, честно говоря, даже тяжело такое, так скажем, 1 или 2 дня прямо хочется там позвонить и что-то, какие-то команды сказать, что-то выяснить. Вот. А потом как-то чуть забывается и действительно начинаешь получать удовлетворение, полностью отходишь от работы.
Алексей – активный путешественник, пешком прошел весь Алтайский хребет, изучил культуру и особенности народов других стран, любит активный отдых и ведет здоровый образ жизни, катается на горных лыжах, участвует в марафонах и уже более 15 лет занимается йогой. Он создал проект Una Grande Yoga Club, благодаря которому все желающие могут заниматься йогой в любом удобном месте. Каждое утро занимаюсь йогой по тому же приложению, что мы разработали у Una Grande Yoga Club. Вот это каждое утро я занимаюсь, там, зарядку делаю. То есть у меня утро, на самом деле, достаточно такое интенсивно с точки зрения того, что я посвящаю его себе, там, плаваю, йогу делаю. Если я день там не побегал или не поплавал, я просто себя физически плохо чувствую, и мне и работать не хочется. Вот, и когда ты, так скажем, поработал физически, ну, в том смысле, что какое-то упражнение поделал, ты себя лучше чувствуешь, и, в общем-то, ну, это дает энергию работать. Без этого просто нет энергии. Нужно получать удовольствие в жизни от всего, в том числе от работы. Так считает герой нашей программы. Он работает 6 дней в неделю и в созидании находит главный источник счастья. Потому с горящими глазами берется за новые проекты. Такой он, мужской характер, Алексей Мартыненко.